还需系灵人。世间的磨练。你走吧，这期间。В последних сериях аниме «Боевой континент 2» Ван Дунер умирает, жертвуя собой ради Хуихао. Долина чувств пыталась вернуть ее к жизни, но ничего не вышло. Она как бы жива, но находится в глубокой коме. Почему Тансан не вмешался и позволил своей дочери умереть? Все просто. Это испытание, включая сражение между Ван Дунер и Ван Цюэр, это все задумано Тансаном. Все это часть его большого плана. То есть Ван Дунер, даже если умрет, ничего страшного в итоге не произойдет. Почему, спросите вы? Возможно, следующие слова вас крайне удивят. Однако, согласно оригиналу, Ван Дунер и Ван Цюэр, трехглазая золотая львица, это две части одной личности, Тану Тун, родной дочери Тансана. По сути, не важно, кто бы умер в этой борьбе, все равно дочь Тансана будет жива. Кроме того, последующие события приблизили тот момент, когда раскрылась вся правда. Ведь Тану Тун, когда пришла в мир людей, лишилась всех воспоминаний. Тансан, как бог-король в божественном царстве, должен следить за порядком. По правилам он не мог так просто отпустить свою дочь на боевой континент, поэтому он запечатал всю ее память о родителях и божественном царстве. А самое интересное, он поместил эту частичку души Тану Тун своей дочери в этого самого трехглазого золотого льва, который и есть Ван Цюэр. Возможно, Тансан не ожидал, что золотая львица, императорский благородный зверь, встретит Хуихао и влюбится в него. Но так и вышло. Она приняла облик Ван Дунер, точнее чуть старше ее версии, и поступила в Академию Шрека, постепенно сближаясь с Хуихао. Ван Дунер, конечно, это не нравилось, и в этом испытании Долины Любви им пришлось решать, кто же будет с Хуихао. Поскольку именно Ван Дунер жертвует собой, это говорит о ее истинных чувствах. Жизнь Хуихао дороже для нее, чем ее собственная. Ван Цюэр была поражена такой искренней любовью и самопожертвованием. В ее любви все еще присутствовали нотки эгоизма. Она хотела быть с Хуихао ради себя, ради собственных чувств. Только в будущем Ван Цюэр поймет саму суть истинной любви. Согласно оригиналу, она также пожертвует собой, как и Ван Дунер. Давайте рассмотрим, как же так вышло, что Ван Цюэр и Ван Дунер – это две половинки Тану Тун. Как мы знаем, Тану Тун – первый ребенок Тансана и Сяову. Довольно быстро она устала от божественного царства и спустилась в человеческий мир, что ее отец Тансан позволил, так как хотел, чтобы она увидела землю, на которой он вырос. Однако он также запечатал ее воспоминания и истинную силу, чтобы она не нанесла слишком много вреда обычным людям. После этого Тану Тун была принята в нынешнее воплощение клана Чистого Неба во главе с Нютянем и Тайтанем. Оба из них на самом деле были человеческими реинкарнациями зверей из первой части – Дамином и Эрмином. Она продолжала жить и тренироваться с ними, пока не поступила в Академию Шрека. Чтобы скрыть свою истинную личность, как члена клана Чистого Неба, она сменила имя на Ван Дун и притворилась мужчиной. Спустя некоторое время она раскрывает свою личность девушки и берет имя Ван Дунер, но это все еще не полноценная личность Тану Тун. Она не помнит ни своего отца с матерью, ни то, как их зовут. Когда в жизни Хуихао появляется Ван Цюэр, которая точная копия Ван Дунер, между двумя девушками начинается разногласие, но в конце концов они принимают друг друга, ведь Хуихао выбрал Ван Дунер. Хотя Ван Цюэр не прекращала бороться за Хуихао. В конце концов выясняется, что Ван Цюэр на самом деле является зверем императорской души, трехглазым золотым львом, который содержал другую половинку истинной боевой души Ван Дунер, которая была запечатана. Однако ее человеческие чувства и эмоции развились, благодаря тому, что у нее сформировалась независимая личность, отдельная от Тану Тун, из-за того, что Тансан передал ей часть сознания дочери. Пусть она и обладала частичкой души Тану Тун, но ее личность была иной, уникальной. В итоге в будущем Ван Цюэр пожертвует собой, чтобы защитить Хуихао, и она стала его духовным кольцом. После чего ее дух и тело были поглощены Хуихао и Ван Дунер соответственно. Это позволило Ван Дунер вернуть себе истинную боевую душу, сияющую бабочку дракона, а Хуихао получил шестое, розово-золотое кольцо и кость, череп судьбы. Вот это и стало переломным моментом, ведь Ван Дунер все еще находилась в коме в клане Чистого Неба, куда отнес ее Хуихао. Так вот, после смерти Ван Цюэр, ее душа или дух возвращается к Ван Дунер и сливается с ней в клане Чистого Неба.
По сути, все эти события должны были случиться, чтобы наконец появилась Танутун. Больше уже не будет Ван Дунер. Танутун – ее истинная личность. Она дочь бога короля Тансана и Сяову. Ван Дунер, как отдельный персонаж, исчезнет навсегда. Однако Ван Цюэр ввели в сюжет не просто, чтобы в итоге объединить две части Танутун. Нет, она стала важным персонажем, что сильно повлиял как на Хуэйхао, так и на весь сюжет. Она не раз спасала ему жизнь и добавила в историю больше эмоциональности и драматичности. Вспомнить хотя бы случившееся в Источнике Льда и Огня, а также все эти интересные стычки между Ван Дунер и Ван Цюэр. После смерти Ван Цюэр ее сознание все еще частично существует внутри Ока Судьбы Хуэйхао, и упоминалось, что она могла выходить и общаться с ним по своему желанию. Да, Ван Цюэр пусть и обладала частичкой Танутун, но стала независимой личностью, которая также полюбила Хуэйхао. Возможно, этот сюжет кажется немного запутанным, но в итоге все встанет на свои места. Можно только представить, как Хуэйхао грустил из-за смерти Ван Цюэр. Далее произошло очень странное явление, и Хуэйхао наконец пришел в себя. Черная щель разорвалась в небе, и золотой свет быстро исчез в ней. И в этот же момент в клане Чистого Неба с Ван Дунер без сознания произошла похожая картина. Черная щель появилась рядом. Этот же золотой свет от Хуэйхао, или точнее Ван Цюэр, спустился на Ван Дунер, прежде чем медленно слился с ней. Вокруг нее появился золотой ореол, а на лбу появилось изображение золотого трезубца. То, что произошло с Ван Цюэр, также повлияло на Ван Дунер. Хуэйхао медленно открыл глаза. Он трижды позвал Ван Цюэр, после чего холодно произнес: «Церковь Святого Духа». Да, это они были виновны в смерти Ван Цюэр. Ван Дунер, девушка, которую он любит, без сознания, а Ван Цюэр, которая любила его, умерла за него. Все это разом обрушилось на Хуэйхао. Он не знал, что ему делать дальше. Он очень хотел отправиться в клан Чистого Неба, увидеть Ван Дунер, но в то же время он ясно помнил, как Ван Цюэр упомянула о том, что Великий Звездный Лес жестко отреагирует на ее смерть. После смерти Ван Цюэр свирепые звери в Великом Лесу определенно будут шокированы и разъярены. Тем не менее, им все же потребуется время, если они решат действовать. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, что же будет, когда Танутун появится. Она вспомнит все о Божественном Царстве и обретет силу богини или же нет? Рассмотрим это в будущих видео. Давайте наберем 2000 лайков, поскольку в последнее время очень мало просмотров на видео по Боевому континенту. Возможно, не стоит делать ролик об этом Дунхуа. Подписывайтесь и всем пока!